Hi everybody, this is Christina and I'm here to help you boost your Russian. In this video, I'll continue reading a famous Russian story about Cheburashka in slow Russian. This is part 4. If you haven't watched the first 3 parts, the links are in the description. If you like this series, Learn Russian Through Stories, and want me to read other Russian stories for beginners or intermediates in the future, leave a comment below with your suggestions. Let's start. Глава 8. У самого входа в зоопарк он неожиданно встретил Галю. «Ура!» – закричал Чебурашка. «Значит, ты уже выздоровела?» «Выздоровела», – ответила Галя. «Мне уже разрешили выходить из дома». «А ты немного похудела», — сказал Чебурашка. «Да», — согласилась девочка, — «это очень заметно». «Нет», — воскликнул Чебурашка, — «почти незаметно. Ты совсем немножко похудела». Так немножко, что даже немного поправилась. Галя сразу повеселела, и они вместе вошли в зоопарк. Гена, как всегда, лежал на солнышке и читал книгу. «Посмотри-ка», — сказала Галя Чебурашке, — «а я и не думала, что он такой толстый». «Да», — согласился Чебурашка, — «он просто ужасно похож на сосиску с лапками». «Здравствуй, Гена!» — крикнул Чебурашка крокодилу. «Я не Гена!» — обиженно сказал крокодил, похожий на сосиску с лапками. «Я Валера. Я работаю во вторую смену. А ваш Гена пошел одеваться. Сейчас он придет». Толстый крокодил сердито отвернулся. Как раз в это время подошел Гена в своем нарядном пальто и красивой шляпе. «Здравствуйте!» – улыбаясь, сказал он. «Пошли ко мне в гости!» «Пошли!» – согласились Галя и Чебурашка. Им очень нравилось бывать у крокодила. У Гены друзья пили кофе, беседовали и играли в разные настольные игры. Чебурашка каждую минуту порывался рассказать про свою собачку, но удобный случай все не представлялся. Ну вот, в дверь кто-то позвонил. «Войдите», — сказал Гена. В комнату вошел большой-пребольшой лев в шляпе. «Лев Чандр», — представился он. Приятели поклонились льву и отошли подальше.
«Скажите, пожалуйста», – спросил гость, – «здесь живет крокодил, которому нужны друзья?» «Здесь», – ответил Гена. «Он живет здесь. Только ему уже не нужны друзья. Они у него уже есть». «Очень жаль», – вздохнул лев и направился к выходу. «До свидания». «Подождите!» – остановил его Чебурашка. «А какой друг вам нужен?» «Не знаю», – ответил лев. «Просто друг, и все». «Тогда, мне кажется, я смогу вам помочь», – сказал Чебурашка. «Посидите у нас несколько минут, а я пока сбегаю домой. Ладно?» Через некоторое время Чебурашка вернулся. Он вел на поводке Тобика. «Вот кого я имел в виду», — сказал он. «Мне кажется, вы подойдете друг другу». «Но ведь это маленькая собачка», — возразил лев. «А я вон какой большой». «Не беда», — сказал Чебурашка. «Значит, вы будете ее защищать». «И правда», — согласился Чандр. «А что вы умеете делать?» — спросил он у Тобика. «Ничего», — ответил Тобик. «По-моему, это тоже не страшно», — сказала льву Галя. «Вы можете научить его всему, чему хотите». «Пожалуй, они правы», — решил Чандр. «Ну что ж», — сказал он Тобику, — «я буду рад подружиться с вами. А вы?» «И я!» – завилял хвостом Тобик. «Я постараюсь быть очень хорошим товарищем». Новые знакомые поблагодарили всех, кто был в комнате, и ушли. «Молодец!» – похвалила Галя Чебурашку, когда они ушли. «Ты поступил как надо». «Пустяки!» – застеснялся Чебурашка. «Не стоит об этом говорить». «А вы знаете, – вдруг сказала Галя, – сколько в нашем городе вот таких одиноких Чандров и Тобиков?» «Сколько?» – спросил Чебурашка. «Много», – ответила девочка. «У них совсем нет друзей. К ним никто не приходит на день рождения. И никто их не пожалеет, когда им бывает грустно». Гена слушал все это печальный-припечальный. Из его глаз выкатилась огромная прозрачная слеза. Глядя на него, Чебурашка тоже попытался заплакать. Но из его глаз выкатилась
малюсенькая слезиночка. Такая, что ее даже было стыдно показывать. «Так что же мы должны делать?» – вскричал крокодил. «Я хочу помочь им!» «И я хочу помочь!» – поддержал его Чебурашка. «Что мне, жалко, что ли?» «Только как?» «Очень просто», – сказала Галя. «Надо их всех подружить между собой». «А как их подружить?» – спросил Чебурашка. «Не знаю», – ответила Галя. «А я уже придумал», – заявил Гена. «Надо взять и написать объявление, чтобы они приходили к нам. А когда они будут приходить, мы их будем знакомить между собой». Эта мысль всем понравилась, и друзья решили сделать так. Они развесят по городу объявления. Каждому, кто будет приходить к ним, они постараются найти товарища. А дом, в котором живет крокодил, решено было превратить в дом дружбы. «Итак, — сказал Гена, — с завтрашнего дня за работу!» If you found this new series Learn Russian Through Stories useful, give this video a like and remember to subscribe if you don't want to miss me reading in slow Russian the rest of this popular Russian story for beginners. I'll see you in the next video!